Ребят, всем огромный привет! Добро пожаловать ко мне на канал. Продолжаем начатую тему про профессии копирайтер. Сегодня я расскажу и приведу реальные примеры того, сколько зарабатывает копирайтер, от чего зависит его зарплата и на что рассчитывать новичку. А в следующем видео рассмотрим, как научиться писать статьи для начинающих. Поэтому подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Складывается так, что сейчас в интернете большинство копирайтеров зарабатывают немного, и у этого, конечно же, есть объяснение. Нет, здесь не виновата конкуренция, кризис на российском рынке, сокращение людей, которые идут в интернет, и бешеное развитие удаленной работы. Вакансий огромное количество, как в крупных и всем известных компаниях, так и среди начинающих веб-мастеров. Основная причина, которую я наблюдаю, в том, что люди оказываются не готовы к возможности работать удаленно, учиться и считают профессию бесперспективной, неинтересной и малодоходной. Сложно говорить о доходе начинающих специалистов. У них еще нет заказчиков, опыта и стабильного графика работы. Они берут простые заказы на бирже, за которые платят немного, например, за 1000 знаков без пробелов 10-20 рублей. Больших требований к таким текстам нет. Ежемесячный доход можно представить. Начинающие копирайтеры получают небольшой доход от 5000 до 10 тысяч рублей в месяц. Как уже говорилось, они работают на биржах, на которых есть исполнители и заказчики. Заказчики выкладывают статьи, которые нужно написать, а исполнители выполняют заказ, учитывая все требования. А какие бывают требования, я рассказывала в предыдущем видео. Ссылка в описании, если интересно, посмотрите. Возможность зарабатывать на копирайтинге в основном зависит от ценовой категории. Если рассматривать рост специалиста, можно увидеть следующие этапы того, сколько зарабатывает копирайтер в месяц. Начальный. Авторы еще очень мало знают о своей профессии. На бирже их ценник составляет 10-30 рублей за 1000 знаков. Первое время можно набивать руку, и таким способом за эти цены можно рассчитывать на заработок около 5000 рублей в месяц. После 2-3 месяцев в копирайтинге появляется уверенность в собственных силах. Кроме этого, вы уже разбираетесь в сервисах проверок, таких как главред, и знакомы с понятием вводность. На этом этапе необходимо собирать ссылки на сайты, для которых вы писали статьи. Это и будет вашим портфолио, позволяющим повысить цены до 130 рублей. И добившись желанного уровня гонораров, можно, не напрягаясь, заработать на копирайтинге в месяц от 20 тысяч рублей, а если очень постараться, то и все 50 тысяч рублей. Высокие заработки, если вы уже узнали о том, что можете смело находить заказы вне биржи и освоив понятие SEO-оптимизации сайта, об этом я тоже рассказывала, можно рассчитывать на доход до 200 тысяч рублей в месяц из расчета 120-350 рублей за 1000 знаков. Вот сколько можно заработать на копирайтинге. Среди множества интернет-писателей существуют и те, кто берет 3-9 тысяч рублей за простой рекламный текст. Это люди, которые смогли поставить заработок копирайтерам в интернете и сделать себя сами. Их зарплата – результат усиленной и кропотливой работы над собой, своей репутацией и пополнением базы клиентов. У копирайтеров этой элитной категории есть свои сайты и форумы, а также раскрученные имя. К ним заказчики идут сами. По сравнению с этими представителями новичкам на бирже сложно брать заказы с ценой 30 рублей за 1000 знаков, но при желании работать, если приложить определенных усилий, период новичка длится недолго. Например, специалист, набивший руку, с легкостью может за несколько часов в день писать 10 тысяч знаков. Возьмем 20 рабочих дней при стоимости в 50, 100 и 150 рублей за 1000 печатных знаков. В месяц можно заработать, в первом случае 50 умножаем на 20 и на 10 тысяч рублей. Если 100 это 20 тысяч рублей, если 150 рублей за 1000 знаков, это 30 тысяч рублей. Примерно на такой заработок через пару-тройку месяцев можете рассчитывать. Известные копирайтеры получают хороший доход в своем деле. Они имеют большой опыт работы, обходят стороной крупные компании, работая на себя. Они раскручивают свой стиль и высоко ценят своей работы. В качестве примера такими копирайтерами являются Дмитрий Кот, Петр Панда и так далее. Они устанавливают цену не за 1000 знаков, а за полную работу. Небольшой материал может быть оценен в 2000 рублей, например, а большие объемы могут стоить более 40 тысяч рублей. Например, Дмитрий Кот за создание коммерческого
предложение берет 45 тысяч рублей. Такие специалисты могут получать более 500 тысяч рублей, так как имеют дополнительный доход, это семинары, платные курсы, тренинги, ну и так далее. Добиться таких высот непросто, так как требуется приложить много усилий, но даже средние специалисты могут получать достойную оплату. От чего зависит такой заработок? Как уже говорилось, обычно зарплата копирайтера рассчитывается по количеству написанных им символов, то есть за проделанную работу и результат. Цена за 1000 знаков обговаривается и устанавливается индивидуально. Первый факт – это то, как вы пишете. Копирайтинг – это не просто уметь набирать текст в Word. Здесь еще нужно уметь продавать, знать психологию, заинтересовывать читателя, понимать его, строить логическую и понятную цепочку текста, правильно употреблять ключевые слова, ну и так далее. Если вы новичок и у вас еще мало опыта, то по качеству текста это сразу видно. Кому-то, кто занимается контентными проектами и низкого качества будет достаточно, работу найти можно, но сами понимаете, за это вам не будет хорошо платить. Зато это прекрасный шанс тренироваться и с каждым разом делать все лучше и лучше. Изучайте, практикуйтесь и повышайте уровень своего мастерства. Второй фактор, почему вы можете зарабатывать меньше, это ваши навыки и умения. Подробно я рассказывала о них в видео про то, как стать копирайтером и с чего начать. Ссылка также в описании, если интересно, посмотрите. И для примера приведу такой навык, как слепой метод печати на клавиатуре. Чем быстрее вы будете печатать, тем меньше времени потратите на написание 1000 знаков. От этого ваш час работы станет дороже. И третья причина, от которой будет зависеть оплата за 1000 знаков, это проект, где вы будете работать и постоянство заказов. Я помню, когда начинала, могла просто целый день просидеть и ничего не найти. Понятно, что от этого зависит ежемесячный доход. С другой стороны, если вы профи, то цена услуг может быть выше, чем на удаленной работе, например. Когда работаешь на постоянке и у тебя план контента расписан на месяц вперед, ты всегда знаешь, что завтра не останешься без хлеба. Не надо тратить время на поиски. Цена за 1000 знаков от этого снижается только. Можно сказать, что работаешь по оптовым расценкам. Еще можно попасть в крупный проект, где цены на порядок выше, но и условия с ответственностью и, скорее всего, жестче. Бывают такие случаи, когда иметь хоть какую-то работу, это уже хорошо, но как бы там ни было, всем хочется стабильности и карьерного роста. Если вы поймете, что вам нравится зарабатывать на копирайтинге в интернете, не выходя из дома, то следующие два варианта помогут вам увеличить свои доходы. Вариант первый – искать постоянных заказчиков. Так заработать можно больше. В основном это блогеры, которые ведут свои сайты. Им постоянно нужны тексты для их наполнения. Найдя такого заказчика, а лучше двух, можно обеспечить себя постоянной работой на долгое время. Можно найти таковых и на биржах, но здесь стоимость заказов, конечно же, будет ниже, да и сама система забирает проценты. Поэтому рекомендую место для поисков – это тематические сообщества в социальных сетях и форумы, SEO-студии, доски бесплатных объявлений, искать сайты с интересной тематикой или информационные журналы и напрямую предлагать владельцам свои услуги. Вариант второй – это создать свой блог. Многие начинающие свой путь заработка в интернете с копирайтинга на заказ продолжают его именно созданием и развитием собственного блога. Здесь уже понадобится определенные вложения, как минимум нанять программиста, чтобы создать сайт, если сами в этом, конечно же, не разбираетесь. Хотя бесплатные уроки тоже есть. Это перспективная работа с многообещающими высокими доходами при правильно выбранной тематике ресурса. И мои вам советы: не гонитесь вначале за высокими цифрами. Лучше писать по 30 рублей за 1000 знаков, но иметь работу постоянно, чем в 2 раза в месяц получить заказы по 100 рублей. Ищите несколько постоянных заказчиков, даже на биржах, так вы не будете каждый день тратить время на поиск новых заказов. Также пишите качественно, это очень важно, развивайтесь, следите за развитием, так как в интернете все быстро меняется. То, что вчера было
актуально, например, сегодня уже нет. Если чувствуете в себе потенциал к написанию текстов, пробуйте писать и зарабатывать. Со временем эта работа сможет вам приносить не только удовольствие, но и, конечно же, деньги. Также рекомендую посмотреть видео, где есть подробный обзор нескольких бирж и еще 7 секретов для успешной работы в копирайтинге. Ссылки также будут в описании. И для тех, кого волнует вопрос о том, можно ли заработать на копирайтинге 100 тысяч рублей в месяц, хочу привести в пример несколько историй людей, которые добились успеха. Это Денис Каплунов пришел в копирайтинг ради получения дополнительного заработка и начинал работать с бесплатных текстов на заказ. За несколько лет он добился неплохих успехов, а сейчас он создает шедевры и является разработчиком дорогого коммерческого предложения. Стоимость его составляет 4,5 миллионов евро. Сергей Трубадур променял карьеру журналиста на фриланс. Смог создать головокружительную карьеру. Сейчас стоимость 1000 знаков, написанных им, составляет около 3000 рублей. Артур Будовский за пару лет удаленного заработка смог выйти на уровень до 100 тысяч рублей в месяц. Сейчас он практически не пишет тексты сам. Он преподает тренинги и пишет книги, в которых обучает новичков. Вик Орлов, универсальный копирайтер, умеет делать тексты так, что читателей привлекает в них каждая буква. Сегодня он самый известный и высокооплачиваемый копирайтер в России. Это говорит о том, что перспектива в удаленной работе есть. Если проявить усердность и желание, то можно добиться неплохих успехов. Все еще задаетесь вопросом, сколько зарабатывает копирайтер? Этот показатель напрямую зависит от таланта правильно преподать информацию. Чтобы его проверить, требуется хотя бы начать работать. Как и делали это великие профессиональные копирайтеры со временем могут перейти на смежные сферы деятельности, например, заняться инфобизнесом, стать редактором, запустить собственный сайт, открыть контент-студию или маркетинговые агентства. Из всего этого можно сделать 3 простых вывода. Новички в копирайтинге зарабатывают 5-10 тысяч рублей. Даже именитые авторы начинали работу с бирж. Выход на доход в 20 тысяч рублей в среднем занимает 4-6 месяцев. Если вы хотите уйти в копирайтинг, ориентируйтесь именно на эти цифры. Перепрыгнуть планку можно, если работать в первые месяцы по 10-12 часов каждый день, не оставляя времени на обучение. Но так вы застрянете на 20 тысячах в месяц надолго. Чтобы дать немного мотивации, скажу, что хороший копирайтер может получать даже 70 тысяч рублей за один текст. Копирайтинг не подходит тем, кто идет за легкими деньгами. Есть и другие, более простые и стабильные, также быстрые способы получить деньги в интернете. Если интересно, посмотрите мои другие видео про быстрый и легкий заработок в интернете без вложений. А писать тексты – это про работу в долгую. Потребуется 1-2 года, чтобы научиться базе, набрать клиентов и начать развиваться в своей нише. И, конечно же, зарабатывать. Сегодня у меня на этом все. Не забудьте подписываться на канал, чтобы не пропустить следующий урок. Спасибо за ваше внимание. Скоро увидимся. Пока-пока.